22 июня 1941 года на землю Белоруссии пришла война. Немецкая группа армий «Центр» прорвала оборону советских войск и стала стремительно продвигаться на восток. Вся, наверное, беда в том, что мы оказались как раз на пути движения вот этих передовых частей немцев. Несмотря на отчаянное сопротивление наших войск, противник быстро наступал, и ближе к вечеру 28 июня немецкие войска ворвались в Минск. К первым числам сентября вся территория Белоруссии была оккупирована немецкими войсками. Знаете, это быстро все произошло. И немцы остановились около школы, разделись в белых рубашечках, начали, значит, музыку играть, там, мыться, чиститься, зубы чистить. Но сразу прогнали всех людей, от себя отогнали. На 3 с лишним года в Белоруссии установился жестокий, бесчеловечный фашистский режим. Эти годы навсегда останутся самыми трагическими в истории белорусского народа. С самого начала войны партизанские отряды создавались во всех районах Белоруссии и действовали очень эффективно. Бои здесь были очень тяжелые. Немцы каратели проводили большие карательные экспедиции. Но наш народ не дрогнул. И такого сопротивления фашизму, как в Белоруссии, не было ни в одной другой стране. За время оккупации на территории Белоруссии сражались с врагом более 370 тысяч партизан, около 5 тысяч – дети в возрасте до 14 лет. Немцы практически уже в 1943 году жили только по райцентрам. И то там везде пообносили свои учреждения, Крым такие районы поделали. А остальное все партизаны владели. Нашей соли нет, мы идем в райцентр. И там же есть столовая, там склад какой-то, разгромили его, забрали там все, что это было, и привезли в отряд. К 1944 году ситуация на фронте изменилась. После поражений под Сталинградом и в Курской битве немецкие войска постепенно отступали на запад, преследуемые советской армией. Основные силы группы армий «Центр» к лету 1944 года находились в Белоруссии и тщательно готовились к обороне. В то же время советские войска не менее тщательно готовились к проведению крупнейшей стратегической наступательной операции по освобождению Белоруссии, получившей кодовое название «Багратион». Надо было ликвидировать немецкую группировку группы армий «Центр», чтобы у нас открылась возможность проводить стратегические операции по направлению на Варшаву, на Берлин. Это первое. Второе, чтобы нам имелась возможность выйти к Балтийскому морю. В операции участвовали войска 1-го Прибалтийского фронта, командующий Баграмян, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, командующий Черняховский, Захаров, Рокоссовский. Общая численность – 2,5 миллиона солдат и офицеров. Им предстояло столкнуться с 1 200 000 немецких солдат, преодолеть хорошо подготовленную оборону противника глубиной до 270 километров. Когда началась операция «Багратион», все отряды получили свою задачу. Не сидеть же в лагере, а наша задача была способствовать продвижению наших войск. От меня находился 10-15 метров пулеметчик Вася Яковенко. Хорошо помню. Он кричит: «Саня, меня ранило». Я туда по-пластунски, ползком дополз до него, а я действительно ключицу перебила. Спрашиваю, где?
пулемет. Он говорит, смотри там. Я искал, пулемет был отброшен в пределах 3 метров взрывной волной. Я пулемет нашел. А где диски, думаю, спрашиваю. А диски были засыпаны песком. А там песок такой, как грязь, камешком. Я руками выгребал его. У меня с ногтей кровь идет, а я все равно выгреб, перезарядил, вычистил эти диски, поставил на диски на пулемет, нажал на крючок, заработал. На первом этапе были проведены Витебско-Аршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая операции, в результате которых оборона противника была прорвана на 6 участках. Были окружены, взяты в плен или уничтожены крупные группировки противника. Продолжая развивать успех, советские войска быстро продвигались вперед. На рассвете 3 июля 2-й гвардейский танковый корпус Бурдейнова ворвался в Минск с северо-востока. Севернее Минска подошли части 5-й гвардейской танковой армии. С юго-востока в город вступил 1-й гвардейский танковый корпус 1-го Белорусского фронта под командованием генерала Панова. Наш дозорный танк младшего лейтенанта Моторина уже 3 числа, когда начал выдвигаться вперед, из переулка выходит немецкое самоходное орудие «Фердинанд». И у него башни нет, а маска 200 миллиметров, не пробьет наш снаряд. Он дает команду таранить. И так Петров, старший сержант, удачно подвел танк, разогнал на 3-й передаче, направил так, что лобовой частью ударил в левое направляющее его колесо, и по инерции вверх поднялся и пушку эту сдвинул, и вывел ее из строя. Расчет выскочил, бежать его из пулеметов добили. К вечеру 3 июля Минск был полностью освобожден от врага. По поводу освобождения Минска, мы все знаем, что разумно осуществленный замысел, хорошая группировка войск, но ведь самое главное – это люди, это настрой людей, их психологическая, идеологическая подготовка на освобождение Минска, да и вообще нашей Родины. Ценно же не только в том, чтобы город освободили, а потом и республику освободили, и в том, что мы людей своих освободили от этого ужасного гнета. Это замечательный и радостный праздник, праздник для всех. И Беларусь освобождали не только Беларусь, все народы Советского Союза. И мы им благодарны за все за это, которые вместе сражались на полях и вели героическую борьбу против злейшего врага фашизма. Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить стойкость и мужество тех, кто выдержал все испытания и победил в самой тяжелой и кровопролитной войне прошлого столетия. Тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы благодарны героям,
проявившим беспримерное мужество в борьбе с врагом на фронте и в тылу, всем, кто не щадил своих жизней, защищая нашу страну.